Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. В этом видео я с огромным удовольствием хочу поделиться с вами мастер-классом по вязанию вот такой новогодней девочки. Мастер-класс будет, как обычно, в видеоформате в 3 частях. В первой свяжем ручки-ножки, во второй тело и голову полностью оформим, ну а в третьей мы свяжем колпачок и сарафан. По материалам. Вся куколка связана из пряжи Yarnart Jeans. Основной цвет у меня идет персиковый 73. Все остальные цвета я распишу в описании под этим видео. Расход каждого цвета небольшой. Мне кажется, больше всего уходит вот такого зеленого на чепчик и на платье. Основного цвета совсем немного. Здесь получается ножки, чуть-чуть ручки и шея с головой. Также из пряжи понадобится белая пряжа Alize Softy. Обычная, не плюс. Так куколка выглядит сзади, я вам еще не показала. Сарафанчик у нас съемный, кофточка вывязывается сразу же. Вот так волосы, без чепчика. Здесь идут 2 хвостика и челочка. Дальше по материалам. Нам нужна будет проволока для укрепления шеи, либо что-то другое, чем вы обычно привыкли укреплять. А также можно сделать ручки на каркасе. Для каркаса я использую проволоку вот такую уже в обмотке диаметром 2,5 мм. Получается, на ручки я беру по 20 сантиметров, 2 отрезка по 20 сантиметров, и потом их просто сверху соединяю, отрезаю лишнее. Также нам понадобится пластиковая крышка для того, чтобы вырезать стельки, и ножки у куклы были внизу ровные. Что еще? Крючок я использую кловер 2,5 мм. Если вы вяжете обычным, то берите двоечку, потому что кловеры обычно мало мерят. Глазки размером 10 мм. Вот такие клеевые бусинки, пуговки размером 8 мм. И также одна пуговка нам понадобится для того, чтобы пришить ее сзади к сарафанчику. Девочка небольшая, ее рост 23 сантиметра, если снять колпачок, получается вот от макушки до стоп 23 сантиметра. Вяжется легко, несложно, так что берите необходимые материалы, присоединяйтесь, приятного вам вязания. Вязание куклы начинаем от ручек, делаем кольцо амигуруми телесным цветом. Дальше в это кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6 столбик. Кольцо затягиваем. Следующий ряд второй, провязываем подряд 6 прибавок. То есть это получается, что в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по 2 столбика. Первая прибавка. Вторая. И так до конца ряда. В итоге получается 12 столбиков. Следующие 3 ряда, 3, 4 и 5, провяжите по 12 столбиков без накида. В 6 ряду провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и 5. Дальше вывязываем пальчик. Он провязывается в одну петлю с одной общей вершиной. 4 столбика с накидом. Делаем накид в следующую петлю. Вводим крючок, вытягиваем, провязываем 2 петли. Также второй раз. Накид, вытягиваем, провязываем 2 петли. Третий раз. И четвертый. Сделали накид, вытянули, провязали первые 2 петли. Получается, на крючке у нас 5 петель. Захватываем нить, проводим ее через все эти петли. Это был наш пальчик. Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков без накида. Общее количество столбиков в ряду у нас остается прежним — 12.
Довязали ряд. Пальчик можно поправить, чтобы он был выпуклый на лицевой стороне. Вот так это выглядит. Дальше следующий ряд. 7. Мы провязываем 1 столбик без накида убавка. Повторяем так 4 раза. Вяжем 1 столбик. Дальше провязываем убавку. Убавку я вяжу за передние полупетли. Так она менее заметна. Это провязали один раз, второй раз вяжем точно так же. 1 столбик, следующая убавка. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получится 8 столбиков. Довязали этот ряд, можете сейчас уже добавлять понемногу наполнитель. Если будете использовать каркасную проволоку в ручке, то ее уже тоже на этом моменте можете вставлять. Я же это сделаю, когда уже полностью довяжу ручку. Это не совсем удобно, но в моем случае это единственный вариант, потому что иначе на камеру с проволокой вязать очень сложно. Поэтому, если проволоку используете, вставляйте ее уже сейчас. И обязательно вокруг проволоки также добавляем наполнитель. Следующий ряд, 8. Мы провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 7 и 8 столбик до конца не довязываем. Захватываем нить, вытягиваем, оставляем на крючке 2 петли. Нить основного цвета я обрезаю. Она нам уже не понадобится в этой ручке. Мы берем нить красного цвета, либо того цвета, которым вы будете вязать кофточку. В первом варианте у меня желтый, во втором я хочу сделать красный. Теперь довязываем столбик уже красным. Подтягиваем и сразу же в этом следующем ряду вывязываем хвостики. Провязываем 9 ряд. 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжем прибавку. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Снова провязываем прибавку. И довязываем до конца ряда 1 столбик без накида. Закончили этот ряд. У нас получилось 10 столбиков. В следующем 10 ряду мы провязываем 10 столбиков без накида, но только за заднюю полупетлю. Передняя нам потребуется в дальнейшем для обвязки. Получается 10 столбиков без накида за заднюю полупетлю. Провязали. Это был единственный ряд, где мы вяжем за заднюю полупетлю. Все остальные ряды вяжутся уже как обычно, захватывая полный столбик. Следующие 15 рядов с 11 по 25 провяжите по 10 столбиков без накида. И у нас получится вот такая ручка, только пока без обвязки. Наполнитель добавляем хорошо в нижнюю часть, в среднюю, в верхнюю пока сильно много наполнителя не добавляйте. Мы сделаем это потом, когда соединим ручки с туловищем. Довязали 15 рядов, поставили проволоку. Теперь дальше провязываем, либо просто вытягиваем нить, либо вяжем соединительный столбик, как вам больше нравится. Все, нить вытягиваем. Хвостик оставляем короткий, потому что дальше будем ручки ввязывать в тело. Берем нить Alize Softy белого цвета, присоединяемся к передним полупетлям. И дальше провязываем ряд обвязки из 10 столбиков без накида. После того, как довязываем ряд, нить закрепляем, хвостики прячем. Первая ручка готова, вторая вяжется точно так же.
Ножки начинаем вязать также снизу вверх, начиная от подошвы. Подошва у меня идет изумрудным цветом. Набираем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Со второй петли от крючка мы начинаем вязать первый ряд. Провязываем прибавку. Дальше вяжем подряд 2 столбика без накида. Первый, второй. В последнюю петлю провязываем 4 столбика. Получается, провязываем первый столбик в эту же петлю, второй в эту же третий и в эту же четвертый. Вязание развернулось. Теперь по второй стороне цепочки мы провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. И в последнюю петлю провязываем прибавку. Закончили этот ряд. Получилось у нас всего 12 столбиков. Во втором ряду провязываем 2 прибавки. Первую провязали, следующую петлю, вторую. Дальше вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Теперь вяжем подряд 4 прибавки. Первая, вторая, третья, и четвертая. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. До конца ряда у нас остается 2 столбика, в них мы провязываем 2 прибавки. Первая, и вторая. Провязали этот ряд, всего у нас получилось 20 столбиков. В третьем ряду провязываем 1 столбик без накида прибавка, повторяем так 2 раза. Вяжем 1 столбик, в следующую петлю прибавка. И второй раз также 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Далее провязываем 1 столбик без накида прибавка 4 раза. 1 столбик, прибавка. Второй раз. Столбик, прибавка. Третий раз. Столбик, прибавка. И четвертый раз. Столбик, прибавка. Вяжем 2 столбика. Первый, второй. Дальше провязываем 1 столбик без накида прибавка 2 раза. 1 столбик, прибавка, второй столбик, прибавка. Обратите внимание, где у меня заканчивается ряд. Вот у нас идет середина, и ряд заканчивается ровно. Если у вас вязание сместилось в сторону, провяжите необходимое количество столбиков, чтобы вот точно так же выглядела подошва. То есть окончание вязания у нас прям ровно по середине пятки. Дальше мы вяжем следующий ряд. Вяжем не за привычные нам петли столбика, а за поперечные столбики. То есть мы с изнаночной стороны вводим крючок под столбик. Дальше вводим крючок во второй столбик. Вот таким образом. Провязываем столбик без накида.
Также дальше вводим крючок в столбик, захватываем, выводим его с изнаночной стороны. И сейчас посмотрите, какой красивый и ровный край подошвы у нас получится благодаря такому вязанию. Всего должно получиться 28 столбиков. Если это вам дается сложно, то можете просто провязать этот ряд за заднюю полупетлю. Но эффект будет немножко другой. Провязали, вот такая у нас получилась подошва. Теперь вырезаем пластиковую стелечку, маленькую, по ширине вот этой каемки. Вот такую. Подготавливаем. Вырезайте сразу 2 и на первую, и на вторую ногу. В последнем столбике этого ряда мы меняем нить на верхнюю часть ботиночка. Каким цветом она у вас будет, у меня это свекольный. Следующий ряд, 5, мы провязываем за заднюю полупетлю, сразу же ввязывая вот эти оставшиеся хвостики. Провязываем 28 столбиков без накида за заднюю полупетлю. Провязали. В 6-м ряду вяжем 28 столбиков без накида, уже захватывая полный столбик и переднюю и заднюю полупетлю, как обычно мы вяжем. Провязали этот ряд. В 7-м ряду вяжем 5 столбиков без накида, убавка, повторяем так 4 раза. Провязываем первый столбик, второй, третий, 4, 5 и вяжем убавку за передние полупетли. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получится 24 столбика. Провязали. В 8-м ряду вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше мы провязываем 6 убавок, но из полустолбиков с накидом. Первая убавка, старайтесь их вязать потуже, чтобы не оставалось сильно больших дырочек, из которых будет виден наполнитель. Вторая убавка. Третья. 4. 5. И 6-я убавка. Дальше довязываем до конца ряда 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В итоге у нас получилось 18 столбиков. Вставляем пластиковую стельку. Дальше нам нужно в последнем столбике поменять нить на белую. Хвостики все обрезаем и сразу же ввязываем, они нам не понадобятся. Следующий ряд 9 мы вяжем за заднюю полупетлю, переднюю оставляем для обвязки. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 столбик. Далее подряд провязываем 3 убавки. Тоже стараемся вязать поплотнее, чтобы у нас не осталось дырочки.
Первая убавка. Вторая. И третья. Далее довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Закончили этот ряд. Получилось 15 столбиков. Следующие 4 ряда с 10 по 13 провязываем по 15 столбиков без накида. Провязали, добавляем наполнитель в нижнюю часть ботиночка. Теперь смотрите, где у меня заканчивается ряд. При необходимости провяжите столбики смещения. Дальше вяжем следующий ряд. Это у нас получается 14. Провязываем прибавку. Прибавка должна находиться ровно посередине пяточки. Дальше вяжем 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, 13 и 14 столбик. В итоге у нас получилось 16 столбиков. Следующие 3 ряда, 15, 16 и 17, провяжите по 16 столбиков без накида. Закончили вязать эти ряды. В следующий у нас идет 18. Мы провязываем убавку. И дальше вяжем 14 столбиков до конца ряда. Довязали. В конце ряда мы меняем нить на бежевую. Белую при этом выводим на лицевую сторону и не обрезаем. Следующий ряд 19. Провязываем 15 столбиков без накида за заднюю полупетлю. Конец ряда должен быть посередине ботиночка. Если у вас не так, провязываем столбики смещения. Вот я сейчас вижу, что у меня немножко ушло в сторону, поэтому я провяжу один столбик. И уже вот это место буду считать концом ряда. Дальше следующий ряд 20. Мы провязываем убавку. Дальше вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Теперь провязываем 3 прибавки подряд. Эти 3 прибавки должны находиться ровно спереди, по центру носочка. Первая прибавка. Вторая. И третья. Дальше вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый и провязываем убавку. Закончили этот ряд. Получилось у нас сейчас 16 столбиков. В 21 ряду провяжите 16 столбиков без накида. В 22 ряду провязываем прибавку. (14 столбиков без накида). Первый, второй, 12, 13 и 14 столбик и провязываем прибавку. В итоге у нас получается 18 столбиков. Следующие 3 ряда с 23 по 25 провяжите по 18 столбиков без накида. Добавляйте наполнитель.
Провязали эти 3 ряда, добавили наполнитель. Особенно хорошо вот в этой части, где переход от белого цвета к бежевому. Теперь возвращаемся к нити белого цвета. Держим ножку стопой к нам. Присоединяемся воздушной петлей к оставленным полупетлям, к одной из. И дальше мы провязываем 15 соединительных столбиков. Первый. Сильно плотно не вяжите, чтобы ножку не перетянуть. Второй. Третий. Четвертый. Столбик, где мы присоединялись воздушной петлей, как раз получается 15. Мы сюда тоже провязываем соединительный столбик. Дальше под воздушную петлю вводим крючок, вытягиваем соединительный. Можно сделать воздушную и нить обрезать, вытянуть. Все хорошенечко подтягиваем. Теперь с помощью иглы отправляем эту нить, хвостик через наполнитель, выводим в другой стороне. Все, хвостиком вырезаем и возвращаемся к бежевому цвету. Дальше мы вяжем 26 ряд, провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Дальше провязываем прибавку. Вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик. Снова провязываем прибавку. И довязываем до конца ряда оставшиеся 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Закончили этот ряд, у нас получилось 20 столбиков. Следующие 2 ряда, 27 и 28, провяжите по 20 столбиков без накида. Провязали. В последнем столбике меняем нить на белую. Бежевую обрезаем. Она нам больше не понадобится в этой детали. Дальше мы с вами вяжем ряд белым цветом. 29. Провязываем 20 столбиков без накида. Вяжем за обе стенки петли, как обычно. Провязали. Следующий ряд 30 будет отличаться для левой и для правой ножки. Но чтобы не путаться, не вычислять, какая левая, какая правая, давайте сделаем проще. На той ножке, которую вы связали первую, мы продолжаем, вяжем 30 ряд. Провязываем 16 столбиков без накида. Первый, второй, третий, 15 и 16 столбик. То есть мы до конца ряд не довязываем, а останавливаемся ровно сбоку. То есть складываем ножку вместе, носочек смотрит у нас прямо вперед, и вот до этого сгиба мы довязываем. Если у вас идет смещение петель сильнее, то, возможно, вам нужно будет провязать чуть больше столбиков, чем 16. Самое главное, чтобы вязание заканчивалось сбоку. Дальше мы нить обрезаем, вытягиваем, и на этом первая ножка готова. Набиваем плотно по всей длине. Откладываем ее в сторону, возвращаемся к началу вязания ножки, вяжем вторую. И когда связали вторую 29 рядов, сейчас покажу, как вяжем 30. Именно на второй ножке. 30 ряд мы провязываем полный, то есть 20 столбиков без накида. Первый, второй, 19 и 20 столбик.
И теперь нам с вами также нужно сложить ножку пополам, чтобы носочек смотрел вперед, и довязать необходимое количество столбиков до противоположного сгиба от первой ножки. То есть сейчас мне нужно провязать плюс 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. У вас количество может отличаться. Самое главное, чтобы ножка заканчивалась также сбоку. То есть первая ножка у нас заканчивается с этой стороны, вторая ножка заканчивается с этой стороны. На второй мы нить не обрезаем, продолжим вывязывать туловище. Сейчас нам с вами остается еще сделать только обвязку из пряжи Alize Softy. Я не буду ее показывать, потому что пряжа пушистая, все равно ничего не видно. Но мы с вами должны присоединиться к петлям бордового цвета, оставленным передним, и провязать 2 ряда из 18 столбиков без накида. Как мы обвязывали ручку, также вот обвязываем ножку. Держим ее стопой к нам, к себе, присоединяемся и провязываем 2 ряда. Закончили обвязку, и вот такой ботиночек у нас с вами получился. Всем спасибо за совместное вязание. Увидимся с вами во второй части, где свяжем тело, голову и оформим нашу куколку.